Всех приветствую на канале Инкам, меня зовут Вадим. Буквально на днях наткнулся на интересный проект, вернее реляционную Next Gen P2E игру с использованием NFT. Игра называется Mine Barons. В чем суть? В том, что все имущество в игре NFT и может быть продано за реальные деньги. И можно уже некоторые вещи прикупить задешево. И, соответственно, когда игра будет готова, можно будет это все продать задорого. Итак, давайте по порядку. Сама игра будет построена не как просто фарм предметов, а это будут войны, замки, осады, грабежи и так далее. То есть свой уникальный сеттинг, а также в перспективе будет своя метавселенная. Также из главного, что игра основана на блокчейн Polygon, и в нее можно играть из любого браузера. Нет необходимости загружать приложение. Достаточно создать аккаунт на сайте проекта, подключив свой кошелек MetaMask. Игра изначально планировалась для Wax, но многочисленные сбои и баги этого блокчейна заставили разработчиков выбрать более стабильную и недорогую сеть с развитой инфраструктурой и большим сообществом пользователей Polygon. Для тех, кто не в курсе, Polygon сейчас находится на 16-м месте на CoinMarketCap. У нее достаточно весомая капитализация, 11 миллиардов. Также, если взглянуть на график за все время, то видно, что проект стремительно развивается. И у Polygon действительно большое комьюнити, только в Твиттере у него 1,3 миллиона подписчиков. Далее держатели токенов управления сделают DAO. Участники DAO делят игровую казну, в дальнейшем они смогут коллективно влиять на развитие игры и баланс. Что такое DAO? DAO — это автономная система в блокчейне, которая управляется с помощью программного кода и не зависит от человеческого фактора. То есть с помощью технологии DAO все участники экосистемы имеют одинаковые права и могут голосовать за изменения в протоколе наравне с другими участниками. Также первичное распространение токенов управления будет происходить на сайте игры или на площадках партнеров в несколько раундов публичного и приватного. Если вернуться на главную страничку Mine Barons, спуститься чуть ниже, увидите раздел Tokens. Снова спускаемся чуть ниже и видим, что действительно ожидается скоро токен проекта. И, судя по всему, будет предоставлен в этом разделе. Также из интересного это то, что игровые ресурсы, такие как золото, дерево, камень, железо, еда, лошадь, можно будет купить на биржах и, соответственно, внести в игру. А также добыть все эти предметы в игре, а потом выводить на свой кошелек и продавать на тех же биржах. Тут дальше можно совсем еще подробнее ознакомиться, материала очень много, я, конечно, читать это все на видео не буду, тем, кому интересно, все ссылки оставлю в описании под видео. Также на сайте есть дорожная карта со всеми планами, что когда вышло, что нас ожидает в ближайшее время. Вот, например, видно, что во втором квартале 2022 года ожидается полная разработка MVP, то есть подготовка бета-тестирования, как я понимаю. Далее выпуск демо-версии игры, активный маркетинг, частная продажа токенов и airdropы. Итак, как же нам сейчас можно поучаствовать в этом проекте и заработать на этом деньжат? Перейдя во вкладку Buy, нас перекинет на сайт OpenSea, где размещаются NFT предметы этой самой игры. Давайте поподробнее узнаем, что это такое. Итак, каждый Min Pass — это многофункциональная NFT-карта, которая понадобится не только для гарантированной покупки на пресейле по минимальной цене, но и для получения дополнительных преимуществ от проекта в игре. Эти карты всегда будут актуальны и ценны, наделяя владельца уникальными возможностями, недоступными другим игрокам. Цена на Mint-пассы рассчитаны таким образом, чтобы их покупка была выгодной даже по сравнению с покупкой в раунде Whitelist. Более ценные абонементы монетного двора более прибыльны. Также нам тут пишут, что обратите внимание на Power Orbs. Это уникальный секретный бустер, который будет очень полезен и фермеру, и шахтеру, и барону. Подробности этой карты будут раскрыты после полной продажи всей коллекции или до начала игры. Вот этот предмет Power Orbs. Сейчас он стоит достаточно дешево. 0,004 эфириума, это где-то примерно $11.89 на данный момент. Всего осталось 503 таких вот предмета. Насколько я знаю, что недавно крупный кит купил таких вот 200 штук. Так вот, сейчас есть уникальная возможность купить эти предметы задешево. И потом, после выхода игры, когда эти предметы уже будут только у тех, кто купил вовремя, сами понимаете, когда это все в ограниченном количестве, стоить это будет очень дорого. Также у проекта уже проводится airdrop. Абсолютно все, кто выполняет все задания, получат гарантированный дроп игровых ресурсов в зависимости от набранных вами баллов. Лучшие 500 приглашенных получат гарантированное место в white-листе, 10 лучших приглашенных получат Mint
пас бесплатно. 20 случайно выбранных участников, выполнивших все задания, получат фарм-пак бесплатно. Для того, чтобы зайти в учетную запись, вы можете использовать email, Facebook, Google аккаунт, либо Twitter. И далее под своим аккаунтом вы будете выполнять различные задания по списку, которые здесь даны. По типу посетите наш веб-сайт, получите 5 баллов. Подписывайтесь на нашу новостную рассылку, 10 баллов. Адрес кошелька MetaMask, плюс 5 баллов. Как только выполните эти задания, у вас разблокируется еще 210 заданий. И, соответственно, чем больше баллов у вас будет, тем больше шансов получить жирные призы. Осталось на все про все 36 дней. Время еще есть, но не так много, как может показаться. Так что спешите, выполняйте задания и участвуйте. Также подписывайтесь на их Telegram, Discord, Twitter, чтобы быть в курсе всех событий и ивентов. Вот, например, в Дискорде была новость недавно, что подготовка к ретро-дропу для всех, кто играл в одну из популярных фермерских игр на VAX, близится к завершению. В ближайшие дни мы откроем специальную страницу для применения этого airdropа. И дана ссылка, где можно ознакомиться подробнее. Или вот еще свежее новость. В конце этой недели хотят провести еще конкурс на знание White Papers с гарантированным white-листом для победителей. Переходите, ознакомливайтесь, все ссылки будут в описании под видео. В общем, проект действительно очень серьезный и интересный. Только за последние 3 дня на рекламу потратили $50 тысяч. Это без самой разработки сайта, серверов и прочее. Вы где-нибудь видели скам-проекты, которые хотят ваши 100 баксов и тратят при этом в 100 раз больше? Это не инвестиционный совет, всегда все сами взвешивайте и принимайте решения, исходя из собственного анализа. Но советую обратить на этот проект свое внимание. Такие проекты не появляются каждый день. А у меня на этом все. Благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем больших доходов. До скорой встречи в новом видео.